Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление сверхдальними задачами. В данной теме я показываю, каким образом очень отдаленные задачи будущего, или, например, отдаленные пространственные, геометрические, вообще есть понятие отдаленных задач, а есть еще понятие сверхдальних, то есть отдаление больше, чем на уровне первого импульса восприятия. Имеется в виду, что когда вы рассматриваете область информации, то вы можете воспринять какую-то задачу как, например, очень отдаленную, но вот за ней может быть еще следующая задача. Вот в данном случае речь идет о том, что данное управление должно быть настолько же эффективным, как управление текущим уровнем задачи. Потому что для Бога задачи очень отдаленные или там текущие, это в принципе один и тот же уровень управления. Поэтому здесь нужно суметь сверхдальние задачи сделать объективно такими же, как, например, задачи текущего времени, и вложить некий уровень, например, интеллектуального управления, то есть понять задачу глубоко, совершенно ясно и совершенно однозначно. И в связи с этим получается, что в данном управлении важно выделить сегмент первого импульса задачи, то есть где задача проявлена в виде контура, в виде какой-то материи, в виде информации, потому что если суметь эту задачу вывести в текущий уровень управления, то получается, что, во-первых, преимущество в том, что, значит, промежуточные задачи решены, и когда мы работаем над задачами, удаленными по времени, например, да, в будущее, в далекое будущее, видимо, часто люди встречаются с тем, что периодически возникает ощущение, что они работают с очень далекими задачами своего будущего. И вот этот вот уровень управления, он такой, что там нужно совершенно четко понимать, что в будущем происходит. И вот здесь понимание, оно имеет некий своеобразный уровень. Значит, если точно знать, это значит точная прогностика. При большом количестве событий получается, что это достаточно, может быть, тому человеку, кто начинает работать сложно или, может быть, даже необычно, например, рассматривать задачи будущего отдаленного. Поэтому в данном случае понятие точности – это есть определенный уровень восприятия, который находится в физическом теле человека, в духе человека, в душе человека. То есть уровень нахождения, сигнала, соответствующего данной информации. Если, например, сверхдальняя задача – это есть уровень конкретной точки восприятия, то можно говорить, что на определенном уровне восприятия задача, которая соответствует данному уровню, задача очень далекая. Либо это задача далекая в пространстве, просто территориально далеко. Вот здесь очень важно рассматривать понятие классификации задач, что относится к понятию сверхдальнего управления, так скажем, или это во времени. Понятие во времени в управлении – это есть вертикальный уровень, то есть человек, когда рассматривает отдаление по времени, он должен фактически от точки некой, где он начинает рассматривать задачу, подняться выше и дальше от физического тела. Вот в структуре бесконечного развития система сверхдальней задачи – это задача управления сверхотдаленной реальностью, где человек все время присутствует. То есть это, в общем-то, тоже специальная задача, и она существует, естественно, как задача обычного уровня управления, потому что когда человек находится в бесконечности в какой-то точке, значит, он, естественно, проходит промежуточную систему управления. А в бесконечной среде бесконечный элемент, он такой, что существуют элементы влияния на текущую систему действия. Вот здесь вот очень выражен элемент такой, как действует Бог. Например, он, действуя в какую-то точку, все равно имеет бесконечный аспект действия от этой точки. То есть у Бога точка действия всегда такая, что существует некий контур после действия. Все-таки у него любое действие бесконечно, значит, получается, действуя в какую-то точку, он все время имеет какой-то бесконечный уровень. Выглядит это прям буквально как геометрический уровень, который в виде определенной информации, материи все время попадает в эту же точку. И получается, что в сверхдальней задаче всегда существует какой-то уровень, который присутствует здесь, совершенно четкий, обозначенный и понятный сознанию человека. Следовательно, выделение этого уровня – это есть очень, кстати, точная прогностическая система, например, в лечении заболевания. То есть четко знать, в какой момент
сделать точное управление, чтобы заболевание быстрее излечивалось. Это очень мощный уровень ускорения излечения. И в структуре, например, действия, когда мы делаем управление по воскрешению людей, то здесь получается, что это действие, которое позволяет в любом случае, на любом расстоянии, с любого времени сделать воскрешение. То есть это как раз-таки вот приближение к аспекту всеобщего воскрешения, то есть всеобщее восстановление информации в более общем контексте управления. То есть если рассматривать именно воскрешение как частный уровень управления, касающийся только людей, то в аспекте именно всеобщего восстановления созидательной информации здесь речь идет о том, что мы имеем аспект приближения любых удаленных систем до уровня прямого одноразового однотипного действия. Например, как сделал и делает Бог. Он в одном импульсе сделал любое управление, включая сверхдальнее. То есть мы всего лишь навсего приближаемся к этим действиям Бога и, в общем-то, даже приближаемся логически, получается. Считая, что в одном импульсе все содержится. И действительно так. У Бога так и есть. У человека внутри импульса существует решение личных задач. Вот в чем действие Бога и человека, можно там соотнести, скажем, да, друг с другом. Значит, эти действия и эти личности, так скажем. То, что у Бога и частное, и всеобщее в контексте там сверхбыстрого действия, это часто одна точка управления. У человека личностное действие, создание личностного уровня управления, структура выбора решения, это прежде всего относится к личности. То есть человек, чтобы принять решение, должен сделать выбор, который находится в системе существующей информации. Изначально забор, да? То есть существует некое разделение в структуре принятия первичного импульса. Но при сверхдальнем управлении, вот понятие глубины души человека, да, глубоко в душе, человек все время находится в одной и той же стартовой позиции. То есть получается, что вот эту задачу унифицирования, унификации действия берет на себя душа в данном контексте. Чтобы быть похожим на Бога, он просто глубже действует в своей душе. Хотя понятно, что Бог действует сверхглубоко, потому что душа у него везде существует. Но в данном случае из-за глубины действия души, душа это всеобщая, значит, в общем, даже категория управления, то человек действует аналогично. То есть он практически осуществляет действие, подобно тому, как действует Бог, он действует сразу, то получается, что для человека это действие изначально с одной точки, например, с сверхдальнего уровня души для человека. То есть человек считает, что чем глубже он погружается в душу, тем точнее его изначальное действие, то есть приближенное к нему самому. Он находит приближение к своей структуре личности. Здесь определяется очень важный элемент управления по сегодняшнему семинару, то, что человек себя глубже находит в структуре глубины души. И вот когда мы ставим вопрос, тогда кого он находит человек? Его самого, да? А кто тогда он в своем восприятии? То есть он рассматривает свою собственную личность, он должен тогда свою личность полностью осознать, чтобы понять, где управление, контур личности, да, информация личности взаимодействует с глубиной души. Вот, например, там точка какая-то глубины души. А глубина души, чем, вообще говоря, определяется и характеризуется, что чем глубже человек погружается в собственную душу, чем получается, в общем-то, больше, во-первых, скорость погружения, то есть он начинает работать уже не на уровне даже слов, слова начинают преобразовываться в структуру звукословесных колебаний, восприятия. Слух становится слухом больше души, то есть идет соединение души и известных характеристик личности. То человек начинает проявляться как личность, например, физической реальности в большей полноте, да, то есть становятся более оточенными системы управления, движения и так далее, и одновременно он начинает себя больше дифференцировать. То есть чем глубже человек погружается в собственную душу, тем более четко, более ярко определена собственная личность для человека. И получается, что если мы ставим задачу четкое определение личности человека, как он вообще себя воспринимает, то есть кто он в системе информации, человек, как он вообще себя лично, не другой даже, часто определение другого человека есть принцип неприкасаемости определенных личностных действий другого человека, и задача так явно не стоит. Он может другому человеку помочь, но за счет глубины своей души. А есть категории, в которые, например, нельзя внедряться по каким-то моральным
аспектам, ну, как в любой информации, есть частно, лично, если это не связано со спасением, то это, в общем-то, конфиденциальная информация другого человека. И получается, с другим человеком достаточно часто просто можно сделать управление помощи и все. Не обязательно там внедряться в структуру его личностного развития. Но если это нужно там, для спасения, тогда, например, добавить какое-то управление, и то с позволения того человека. То есть другой человек в этой системе управления, так же, как действует Бог, он дает полную свободу. То есть большая свобода действия открывает действие другого человека. И вы за счет его свободы можете познать, на что он способен, предоставляя ему полную свободу. Именно созидательного типа, конечно, все-таки. То есть вы все-таки делаете управление созидательного типа, поэтому вы даете ему путь развития именно созидательный. Так же делает Бог изначально. В структуре развития по своей душе взаимодействие как бы сверхдальнего управления, да, развитие в глубину собственной души и одновременная идентификация некой там, личности во взаимодействии с элементами внешнего мира, это есть элемент достаточно, кстати, простой, потому что личность всегда идентифицирована, то есть человек всегда понимает, кто он. На уровне действия, я имею в виду здесь больше технологический прием, то есть что дает данное понимание человеку для управления. Вот он понимает, что он личность определенного типа. Причем речь не идет о там, каких-то характеристиках личности. Речь идет о том, как осуществляется познание этим человеком. Ведь в большей степени здесь как бы изучается механизм возможности человека познать какую-то систему и уметь ее решить. То есть даже не там, какие-то хорошие или там, иные характеристики личности изучаются, а возможность совершить действие. Да? То есть фактически мы пришли к тому, что сверхдальнее управление по отношению к душе – это возможность в преддействии оценить или даже реально осознать, понять, что будет в результате действия, чтобы действие было осуществлено, во-первых, и, во-вторых, оно было бы правильно реализовано, точно, в нужное время. То есть фактически это опять же конструкция управления, но соотносимо с тем, что перед решением мы выходим на уровень выбора решений, просчитываем как бы ситуацию, вкладываем какой-то интеллектуально, так скажем, или информационно пролонгирующий ресурс, потому что есть информация, на нее можно реагировать, и в принципе, ну, это как бы действие управления, да, исходя из вашей реагентной системы, способности познать с точки зрения, например, управляющего сновидения. А еще и как бы своеобразный такой интеллектуальный ресурс, который в словесном выражении, он часто не описывается таким словом, может быть описан там в звуковой, дискретно-звуковой форме, как система взаимоотношения личности, внешней среды, света и человека. То есть как бы система управления, где интеллектуальный уровень управления, то есть то, что называется интеллектом, или там система размышлений, да, человека, то, что он вынужден промысливать, думать, ну, как бы сосредотачиваться на уровне, может быть, звукословесных форм, где начало звукового действия означает всеобщее действие, а все слово это локальная система. То есть мы можем начать говорить слово, там первые буквы, да, а дальше обозначена вся область, но слово не определено. Но вы видите область, о чем вы хотите сказать. Как только говорите слово, то вы локализируете систему внутри области. То же самое получается, что созданное слово – это есть локализация системы в центре. Слово – это центр управления, да, в данном случае. И вот если мы, например, систему этой задачи, то есть мы берем внешнее управление, начинаем проговаривать слово, например, ну, нужно нам сосредоточиться, да, мы можем взять и это слово использовать на уровень там, шипящего звука первого, там, или «с», или «со» использовать. Да. «Со» — это уже «с» вместе с буквой «о», да, вместе, то есть «со», «с» кем-то, сосредоточиться, да, например. И получается, что мы можем использовать, ну, можно, в принципе, так любое слово применять в управлении, что первые звуки слова, где слово не обозначено, означает макрообласть, а уже все слово означает центр этой области. И вот мы в словесном уровне выстроили как бы, ну, некое модельное решение, что сначала существует первичная форма, которая не проявлена, да, потом уже следующая. То есть следующая конкретная форма, конкретная, уже высказанная, как сделал Бог, он слово позже же сказал, получается. То есть конкретная форма находится дальше по расстоянию. То есть чем мы дальше развиваемся, тем точнее информация. Ну, некая такая парадоксальная система управления, тем не менее, вот
Получается, что с точки зрения логики это тоже так, чтобы процесс был более устойчив, отдаленные процессы надо знать более точно. И получается, что вот область, которая возле человека, приближена, да, понятие текущего времени, область, которая управляется, может быть, какими-то сверхбыстрыми импульсами, и которые фактически часто не требуют дополнительного ресурса в управлении. Например, почему существует у человека там какое-то пространство физическое, он может там, ну, на неком таком автоматизированном, что ли, уровне восприятия находиться, как бы делать какие-то дела, потому что внешнее пространство достаточно устойчивое, приближенное. Оно не требует ну, как бы дополнительного ресурса. Да? Этот ресурс вложен в физическое тело человека, например. Но чем дальше, тем больше требуется концентрация ума, там, усилий воли и так далее. И получается, что нам нужно вот в этой задаче суметь отдаленное управление в проекции на физическое тело, например, сделать таким же там, легким и простым в управлении, как и управление любой там, текущей задачей. То есть сделать область управления будущим как бы более разреженной областью. То есть плотность информации, там, чем дальше человек смотрит, тем она как бы уплотняется, большее количество событий в одном элементе света находится, получается так. А нам нужно сделать так, чтобы количество событий, ну, может быть, даже пусть будет и больше, но вот управляемость этой всем была такая же. И получается, что, например, там, при лечении сложных заболеваний, вот этот пошаговый уровень, то есть начальное уровневое действие, где что-то удалось добиться управления, сделать управление более фоновым, уровнем более разреженным, то есть привести, например, в соответствие к фоновому уровню, это все-таки тоже элемент излечения часто, потому что болезнь это есть некое отличие, да? А фоновый уровень это нормальный уровень. И вот вы сделали разрежение, а дальнейшая область более плотная. Вот надо выделить, что есть там проблема. Чтобы исключить диагноз, нужно выделить правильно управление. Сделать так, чтобы концентрированное будущее было фоновым с точки зрения здоровья. То есть мы вводим параметр здоровья, получается. Да? Мы должны скопировать некую матрицу, некое свечение фонового, то есть нормального управления на будущее. Фактически задача, получается, состоит в следующем, что мы просто текущую информацию, текущий свет переносим в виде некой проекции, значит, в ядро будущих событий, и все. То есть мы делаем механистическое действие, мы при этом точно знаем тогда, что мы делаем правильно. Если действия, ну, какие-то сложные, человек находится, может быть, иногда в каких-то сложных ситуациях, тогда мы выделяем что-то, то, что соответствует норме, или даже из прошлых событий. И эту формальную систему просто, ну, выглядит как некая такая, ну, игла, даже вот напоминает некий конус с очень тонким окончанием. И вот это развитие этой линии, так скажем, таково, что мы вносим внутрь системы будущего эту структуру. Если понаблюдать за развитием ДНК, то там так и происходит переход в стереоформу, происходит через импульс, локальный всплеск света такого же контура, такого же типа. И получается, за счет этого контура возникает следующая там структура ДНК. И поэтому мы можем, ну, не обязательно ориентироваться на ДНК. Если посмотреть, как растет дерево, там процесс фотосинтеза, то соседняя клетка, она примерно так же, просто у дерева происходит более плоский вариант, там как бы несколько параллельных лучей сначала, потом они раздвигаются, и потом идет свечение, и более, кстати, даже сложный процесс, потом происходит соединение в центре от этих лучей. То есть получается, у дерева процессы вот будущего уровня управления более сложные, но и дерево менее управляемая система. Значит, получается, что чем мы проще создаем импульс управления следующим событием, тем более управляемая система. Но логически так должно быть. Для Бога любое управление – это совершенно простая конструкция. И поэтому он может управлять для любой системы и любой системы. Значит, следовательно, мы должны упрощать доступ просто к системе отдаленного или там сверхдальнего уровня. И вот когда мы начинаем упрощать, то есть на каждом уровне управления ставим упрощение, то мы достигаем как раз точности в плане убыстрения или там, если есть, ну, некое там возможное в управлении, там, предположим, какое-то ухудшение, возможная ситуация, здесь вот в этой системе очень просто ставить аналитику. То есть ухудшения может реально никакого не быть,
А существуют логические версии, которые существуют в коллективном сознании. То есть при данном процессе что может быть вообще в принципе у человека? Есть какой-то перебор вариантов, да? И вот эти варианты начинают где-то в коллективном сознании, ну, как некий там вариант, скажем так, метеоритного дождя, там, скажем, это визуально прям выглядит в виде каких-то линий специфических. При этом не все там плохое, там могут быть хорошие события. Но некоторые события начинают как бы отягощать систему. То есть видно, что будущее событие, возможно, как-то, вот у вас есть линия развития собственного пути, и вы начинаете отвлекаться, это видно. Отвлечение тоже, в общем-то, не очень желательный вариант, хотя там ничего проблемного нет. И вы начинаете диагностировать систему, то есть вы начинаете понимать свой собственный путь. И вот когда вы это видите, вы совершенно четко на уровне восприятия, прежде всего, кстати, телом, физическим телом, клеточным, даже больше предклеточным вариантом, но иногда клеточным сразу, начинаете видеть конкретные события. Тело видит ваше собственное будущее. И вот когда вы начинаете распознавать эту систему управления, то получается, что сверх дальней задачи, то есть очень отдаленная информация, прежде всего воспринимается физическим телом. И поэтому в физическом мире, например, физическое тело – это, ну, как бы самый устойчивый элемент управления. Потому что практически все бесконечное будущее проецируется и открыто для физического тела с точки зрения локальных систем, которые видны в виде конкретных действий. То есть можно перейти на зрение тела. И вот это вот некое такое, несколько новое управление в том плане, что рассмотреть, как вообще тело видит будущее. Да, есть логика, есть, например, там управляющее сновидение, а вот просто тело, клеточный уровень, материальный уровень, каким образом воспринимает физическое тело. Ведь мы же можем вообще для какой-то любой другой информации рассмотреть, как какой-то сегмент информации воспринимает любой другой. А в данном случае это системная обычная задача рассмотреть, как же воспринимает тело. И, кстати, тело это проще познать, мы уже привыкли. И получается, что, исходя из этого, мы зрение тела часто проявляем там, в нахождении вещей вот, в ближайшем контуре, там, где открытые системы. Там импульс идет сразу на физическое тело, можно, например, определить точку расположения. Здесь управляющее сновидение вводится таким образом, что зрение тела используется как один элемент управления, а дальше, если нужно, добавляется что-то следующее. И вот, чтобы уметь смотреть только тело, нужно концентрироваться на сверхдальних задачах и получать импульс сразу на тело. То есть осознанно брать управление на физическое тело и смотреть, чтобы это была информация, это были знания, не видеть там каких-то лучей, а знания, которые находятся внутри физического тела. Таким образом, вы входите в структуру клеточного управления, где клетка знает все. Как бы. Ну, в клетке содержится вся информация, вы просто выделяете фрагмент будущего, и все, в своей собственной клетке. И тогда, получается, вы находите управление очень четко, вам понятно, что там происходит, потому что здесь физическим телом вы воспринимаете, что происходит там. Наиболее как бы, органичная система восприятия, где вы фактически не ищете других критериев как бы, взятия информации. Вам достаточно состояния физического тела воспринимать или воспринимать таким, каким оно есть, и вы получаете информацию, находясь в обычной норме восприятия. И вот здесь вот я привел к тому, как делает Бог, он в любом уровне, ну, спокойно совершенно воспринимает всеобщую, разовую, там, локальную, сверхдальную информацию. И вот это вот есть восприятие такое, где физическое тело находится в центре восприятия информации. И когда мы умеем регулировать сверхдальнюю информацию, значит, по закону связи одной системы с другой, значит, мы можем регулировать деятельность физического тела. Для этого мы можем выйти как бы во внешнее управление, ну, как бы возле тела, например, даже, но по информации физического тела, его следующего развития. То есть каждый следующий уровень – это есть то место, где будет присутствовать физическое тело. Вот в этом управлении важно выделить место, где будет присутствовать физическое тело. Вот если, это, кстати, несложно сделать, просто настроиться на то, что вы не где угодно ставите информацию, а там, где будет ваше физическое тело. Это область конкретная, ну, как любая другая задача. Поставили задачу эту и получили решение. И вот, найдя эту область, а при бесконечном развитии физического тела,
эта же область получается тоже сфердальная, она бесконечная, это значит, она большая, по крайней мере. Ну, то как бы большая до бесконечного уровня. Первый уровень воспринимается как большая. Что такое бесконечность? Что-то очень большое в первом варианте восприятия. А потом уже на логической фазе воспринимается как бесконечность. То есть, если вот задаться тем, как тело воспринимает вообще бесконечный фактор, это какая-то такая, ну, очень большая, огромная величина в первом уровне. А дальше мы логически воспринимаем, что это бесконечность, а вот тело воспринимает как бы в звукоматериальной форме. То есть физическое тело воспринимает бесконечность как структуру, которая проецируется на локальную, например, клеточную величину. Ведь тело должно воспринимать чем-то, то есть какой-то системой, да, например, в данном случае, например, клеткой. Вот здесь очень четко можно выделить, что, ну, например, на духовном уровне это один уровень восприятия, на там, уровне души другой, на каком-то элементе сознания это может быть какой-то динамический уровень восприятия одной и той же величины в разном месте. А для физического тела, получается, это совершенно конкретная величина, конкретная точка, и каждому элементу бесконечного будущего развития в физическом теле соответствует совершенно конкретный адрес, конкретная точка. Значит, чтобы собрать свое физическое тело, ну, собственно говоря, оно и не разрушается, но тем не менее на уровне управления знать точно, что вы там находитесь, нужно просто сконфигурировать светоуправление так, чтобы все точки связи были такими, что в будущем тело ваше существует, и вы можете, например, там, принципом даже самосборки его там собрать в управлении. То есть, если вы смотрите в будущее и вам нужно либо себя искать, вы можете в нужном будущем взять и себя собрать. Значит, получается, ну, так же, как делает Бог, Он создает любую систему управления, любую информацию, получается, что для простоты действий можно вот этот принцип самосборки заложить в уровне том, чтобы не искать, например, не рассматривать, насколько полезен вам тот или иной путь, да, а вот вы высветили себе желаемый путь какой-то конкретный, и критерий данного пути может быть такой, что это всего лишь навсего, предположим, ну, какая-то, в общем-то, ваша, что ли, позиция управления. То есть вы можете фактически, как бы, поставив целью просто рассмотреть себя там в бесконечном будущем, в каком-то интервале, сделать управление по тому, что вы там, значит, ну, собираете, что ли, себя на уровне вот этого бесконечного будущего в какой-то точке. Тогда получается, что вы в момент сборки должны получить, ну, самого себя, то есть чтобы не было никаких там видоизменений информации, да, то есть должны себя точно там воспринять. И вот это вот точное восприятие себя в отдаленном будущем с переносом сигнала, ну, практически мгновенно на себя там в текущее время, получается, что это и есть основной, в общем-то, аспект управления сфердальными задачами по задачам именно мгновенного такого системного доступа. То есть вы получаете управление практически, ну, как бы мгновенного типа, рассматривая самого себя в этом сфердальном удалении. То есть здесь получается, что задача является просто рассмотреть себя хотя бы, не обращая внимания на события. И при этом, если вы у себя уж там видите, то, ну, контроль нормы, что ли, с событийного плана, он достаточно может быть прост в том плане, что вы всего лишь навсего смотрите, ну, за какими-то контурами обычными, то есть, ну, норма здоровья, там какие-то ваши личные действия, они совершенно, ну, как бы обычные, что ли, и вы тогда начинаете понимать, что в целом все нормально. И дальше уже начинаете прослеживать, ну, известные вам системы тех людей, с которыми вы работаете, над которыми вы работаете, или которые должны также там системно, счастливо с вами развиваться, например, там вся цивилизация в том числе и так далее. То есть какие-то совершенно конкретные системы, вплоть до того, что там в новостях взяли, прочитали какой-то текст в будущем. Прямо газету посмотрели, какая газета можно потом выделить, что за газета. Можно просто хотя бы текст прочитать, что там, например, норма социальных событий, какое-то благоприятное событие. То есть умение выделить из этого фрагмента будущего какой-то конкретный элемент,
а дальше определить мгновенно, суметь продиагностировать ваши отношения. Вот как обычно вы читаете газету или какой-то текст по опыту, ну, сам вариант восприятия информации говорит о вашем, ну, как бы состоянии в целом, да? И получается, что если вы, значит, получили импульс того же состояния при чтении некой газеты, значит, все нормально. То есть система диагностики должна быть короткой, понятной и ясной, да, вот. Значит, все упирается в диагностику как бы вашего состояния, а не в диагностику событийности в начале, по крайней мере. Потому что на начальном уровне получается, что, ну, достаточно, в общем-то, того, что вы в текущее время, например, имеете некую норму управления, и, например, ну, в случае, если вы там лечите заболевания других людей, там, многих других людей, или решаете задачу там, макроспасения, там, спасения всего мира, то задачи текущие существуют просто как текущие задачи, они понятны вам. То есть, коли уж вы занимаетесь управлением, то, понятно, должна быть какая-то норма, которая сейчас, она, в общем-то, классифицируется такими же признаками. То есть норма событий, норма здоровья, задачи по управлению и все. Там, в принципе, ничего необычного нет. И вот критерии выделения вот этих величин в будущем, это должен быть знакомый, как я сказал, вот признак просто, это буквально чтение газет, какие-то заголовки позитивные, и, конечно, надо их вытягивать на позитивный для вас мотив, естественно, в зависимости от того, что вы про себя знаете. И когда вы начинаете, например, делать управление такого типа, то вот именно как бы промежуточное управление, да, управление, скажем так, через духовный аспект, через аспект действия душой, здесь получается такое, что вы начинаете видеть структуру как бы бесконечного, там, вечного развития таким образом, что видите, каким образом душа и дух человека, там какой-то элемент сознания человека, развитая бесконечность, они организовывают для вас физическую реальность фактически, то есть как ваша душа организует физическую реальность таким образом, чтобы то, что организовано душой, переходило в приближенный вариант физической реальности. То есть ведь душа — это бесконечная система, и дух тоже. Получается, что мы в данном случае в элементе управления, там, восприятия имеем фактически, в общем-то, ну, тоже сверхдальнее управление. Для физического тела это получается тоже сверхдальняя величина в том числе, по крайней мере, по определению там. И тогда получается, что если мы начинаем переводить управление на себя, то есть на уровень там, физического тела, то мы должны поставить опять задачу из пересечения в управлении сверхдальних систем получить элемент самый приближенный, то есть физическое тело. Да? Самый приближенный тогда вопрос, куда и к чему, ну, то есть считать, что понятие в информации, да, понятие личности таково, что физическое тело с развитием времени приходит к неким информативным системам, которые касаются физического тела, но они воспроизведены, например, действием духа, души человека. И когда вы начинаете видеть эти элементы связи, то есть связь сверхдальнего управления и буквально текущего там, состояния физического тела, следующего состояния физического тела, пусть даже в сверхдальней области, то вы получаете практически инструмент, который позволяет вам делать ну, некое такое универсальное действие, что любая сверхдальняя информация, она полезна, например, для всей вашей личности, там, для физического тела, духа, души, сознания. С точки зрения, например, там, полезна там, вечного развития. Или по каким-то там частным задачам вы можете, ну, все-таки тоже в рамках вечного развития получать, здесь получается, что практически, так скажем, уровень, что ли, необходимый для развития по времени. То есть вам нужно сделать развитие в какой-то элемент будущих событий, и при этом вы ну, нуждаетесь, там, например, там, в каком-то времени для того, чтобы будущие события такого-то типа произошли. Тогда получается, что вот именно управление сверхдальней величиной позволяет интегрировать ваше личное действие таким образом, что вы получаете ну, некий такой синтез или конгломерат такой разных систем, где они проявлены, во-первых, на вечной величине, во-вторых, они динамично пересечены, и, в-третьих, здесь сверхдальнее управление все-таки это
такой элемент, что туда входят все элементы всего окружающего мира. В элемент сверхдальности входит весь внешний мир. Можно сказать, что если вся информация мира рассматривается как информация, ну, скажем так, комплекса какая-то в рамках действия личности, то эта комплексная информация содержится тоже в сверхдальном управлении. Потому что все элементы мира можно считать, что они достаточно удалены, кроме наиболее там приближенных, и отнести это к области сверхдального управления. И в рамках там постулатов любые системы, взаимодействующие с какой-то отдаленной системой, все равно взаимодействуют также сверхдальная система, взаимодействует со всем миром. И получается, что управление всем миром, всей средой, это есть система очень быстрых сигналов между сверхдальней областью и вами. То есть вам достаточно прослеживать точность сигнала, который идет от вас к вам, например, в информации будущего или там, какого-то удаления сверхдальней области. И обратно. Вот когда сигнал один и тот же, то есть вы воспринимаете сигнал от самого себя, то все нормально в этом мире. Мир управляется по уровню ваших задач, созидательных, конечно, и вы получаете управление только потому, что вы себя успеваете правильно самодиагностировать. Но, в принципе, Бог также делает, Он ничего специально часто не делает, а просто рассматривает самого же себя и получает точность в управлении. Ну, любое его действие характеризует в полноте, в полной, так скажем, его самого. Поэтому здесь у него такой же механизм. Единственное, что он больше рассматривает элемент действия. Человек же может рассматривать элемент нахождения его в той информации. Вот здесь вот опять то, что в части информации человек как бы проходит или касается информации действия Бога, изначально созданной информации. У Бога же вся информация создана им. И получается, что здесь вот опять есть определенная разница, которая в сверхдальнем управлении начинает быть минимизирована. Вот здесь, потому что пересечение с сверхдальней областью говорит о том, что следующая область может зайти как бы из внешней системы управления, от сверхдальней какой-то бесконечной величины, и получается, что мы имеем пласт управления, который, в общем-то, не репродуцировался там действием человека, как бы внешнее управление заходит в систему его действий. И получается, что тогда вот это напоминает то, что делает Бог, но у Бога, опять же, только Он вводит эту информацию, у человека эта бесконечная величина означает и его личную инициативу. То есть человек приближается к действию Бога, когда он более инициативен, так скажем. Вот он приближается к действию Бога очень быстро, когда он, например, максимально инициативен в задаче, например, вечного развития. Тогда получается, что он начинает делать управление таким образом, что его личная инициатива — это понимание происходящего во сверхдальней величине какой-то. И вот это понимание может быть тем, что он понимает в принципе как-то этот мир. То есть он воспринимает просто некую систему познания мира, а даже не сам конкретный элемент в конечном итоге. И вот когда он осознает себя в мире, информационном, физическом, он начинает воспринимать какие-то элементы информации в виде действия, в виде каких-то точек знания, более раннего знания или следующего знания. И вот существует точка, где прошлое и будущее знания вообще пересечены и означают только одну величину. Человек смотрит, видит это как некую величину, которая находится вне понятия прошлого и вне понятия будущего. То есть, с одной стороны, эта величина известна, а с другой стороны, он не очень ее дифференцирует. Он может соотноситься к каким-то событиям понятным, но при приближении к этому событию величина расформировывается. Например, как Бог построил мир позитивного типа. Да? Он построил мир так, что он построил его в действии. То есть ему не надо было доводить до объекта управления, ему достаточно было сделать действие, и позитивная система создалась. А вот там, где некие проблемы могут быть у людей, там все-таки идет некое преуменьшение восприятия у человека. То есть человек не воспринимает, если он не хочет, он не воспринимает. Больше здесь вот элемент, когда он не хочет, потому что может он не знает, да, например, что существует такая система развития его. Если он знает, то так как на уровне всеобщей информации он все равно где-то знает эту информацию, то знает, но не хочет, то тогда получается вот здесь вот элемент развития, как раз таки элемент возвращения информации со сверхдальней области к человеку. И
он, значит, ну, например, там, не хочет эту информацию воспринимать, тогда возникает вопрос, предположим, там, некого образования, связанный с тем, что он должен самостоятельно выбрать, например, элемент вечного развития за счет преобразования сверхдальней области и получить из этого элемента, ну, какой-то, что ли, личный опыт, который бы говорил о том, что все-таки заниматься, например, там, системой вечного развития, это полезно, нужно и так далее. То есть как бы элемент некого обучения или там, принятия решений здесь базируется на том, что человек фактически, в общем-то, получает информацию за счет каких-то точных, ну, иногда все-таки они выглядят как сверхдальние задачи. То есть он принимает решение, потому что отдаленные задачи у него устойчиво решаются, когда он реагирует на какую-то систему. То есть принципом там, справедливости действия системы является то, что если блок этой информации, соответствующей системе управления, вставить между его далеким будущим и им в текущем времени, то этот блок должен быть устойчивым, то он должен насыщаться светом жизни, там, управления, и сделать это управление достаточно просто, взять любую область своей собственной информации, вывести в систему между очень отдаленной областью и, например, там, вами, находящимся в текущем времени в физическом теле, в каком-то месте, и рассмотреть, как идет насыщение. И вот варьирование этого насыщения до уровня там, максимального насыщения, да, информации от сверхдальней области вашего развития, это есть путь, который строится как путь промежуточный в это бесконечное развитие. То есть, с одной стороны, вы получаете позитивный уровень, говорящий о том, этот сегмент управления точный ли он, правильно ли он сконфигурирован, построен, если он насыщается правильной информацией, становится плотным, устойчивым и так далее в светоуправлении. А с другой стороны, это есть построение вашего собственного пути, пошаговый вариант. Сверхдальняя область управления светит в вашу сторону, не видя даже света, а видя разворачивающихся событий. И дальше вы ставите свою систему сознания, подготовлено ли ваше сознание к решению событий, выбираете из выборки какие-то события. А с другой стороны, так как вы часто вынуждены решать, ну, однозначную информацию, как бы любую и другую, то выборка такова, что у вас есть логическая цель управления, и вы выбираете просто структуру решения. Значит, и получается, вот эта вот выборка структуры решения, это, в общем-то, основное действие, которое нужно принять. То есть вам надо уметь расшифровать из уровня развязки события, там, где начинают собираться все системы, которые характеризуют события. Ну, как, например, в ДНК, которая организовывается на уровне информации, может где угодно, но находится же она в конкретном месте в физическом теле. Клетка находится в конкретном месте, и вот события могут расформироваться, ну, то есть начинать развязываться как бы в одной точке, да, а быть должны в каком-то одном физическом месте. И вот это физическое место, самый простой вариант местонахождения, это сверхдальняя, опять же, область информации. То есть она определена тем, что она очень удалена далеко, и, в принципе, без разницы, где она находится, она все равно, значит, в каком-то месте, которое называется сверхдальним. И когда мы начинаем обратное управление делать, то есть как вот эта связка событий, где она начинается, и получать из нее технологию управления, то получается, что там, где события начинают как бы развязываться по элементным системам, откуда строятся версии, да, то есть вот есть мир будущего, вообще откуда возникают варианты будущего. С одной стороны, человек просто может выбрать и что-либо сделать, но с другой стороны, можно рассмотреть как бы такую механистическую версию, что где-то возникают элементы будущего в виде начальных каких-то фаз, да, конструкции начального типа, или же там начало слова, начало действия, дальше можно идти по этому уровню, и действие мгновенно кристаллизуется, оформляется по вашему пути, или нет. То есть весь внешний мир, это получается как система мгновенной сборки в зависимости от вашего пути. Кроме человека это всего касается. Человек и так всегда существует. Вот здесь очень четко видно, что человек изначально вечный. А вот весь внешний мир — это мгновенная сборка вокруг вашего света, обращенного в сверхдальний уровень, но уже от вас. То есть если вы смотрите от себя, то получается, что внешний мир кристаллизуется, то есть там, в принципе, даже выглядит на информации как система мгновенной кристаллизации, а потом оформление внешней системы мира. То есть мир как система вашего восприятия, как система вашего мышления, что и происходит у Бога. Его мышление — это и есть внешний мир, да? И получается, что
когда вы вводите в соответствие, что ли, систему мышления с внешним миром, ну, например, там есть какой-то определенный пункт физической реальности. Нельзя, человек, например, не может однозначно сказать, что только потому, что он смотрит, этот кусочек все время существует. Человек считает, что существует кусочек этой улицы там, или какого-то кафе, потому что он вообще просто объективно как бы существует. Да? То есть в коллективном сознании это действительно там определено волей всех людей, всех объектов информации. Но чтобы вот внешний мир как бы кристаллизировался и приобретал свойства управляемости от человека в момент просмотра, что ли, какого-то элемента реальности, он должен быть таким, что сознание человека должно выделять автономность этого элемента. То есть вот элемент восприятия, он на чем-то базируется, на чем-то держится. И вот этот элемент должен быть управляем. То есть умение разделить узловые фазы событий, откуда они начинают расти, плестись. Значит, на уровне буквально нахождения в точке каком-то, в геометрической точке, там, в пространстве, именно уровня управления. И подключение к этому уровню приводит к управляемости системы. Ну, то есть вы хотите зайти в это кафе, подключили, получили нужный кофе, да, и так далее. И когда вы как бы начинаете смотреть, а вот эти автономные блоки при развязывании событий, ведь смысл не получить как таковой кофе, а получить фундаментальное знание о том, как вообще события начинают как бы становиться многозначными, то есть многовариантными. Да? Человек имеет право выбрать любое решение. Он может пойти в кафе, может не пойти. Значит, и вот здесь возникает вопрос взаимодействия человека с внешней системой. То есть при бесконечном количестве внешних вариантов человек, получается, совершенно однозначно выбирает всегда сам. Логический, да, действительно уровень. Человек делает что-то, и он делает только один раз. А тогда откуда вот эта специфика принятия решений при полной его свободе действий? Тогда надо посмотреть на Бога, как он вообще сделал мир там, за один раз, и при этом каждое его действие однозначное. Но ведь у Бога все действия – это его действия. Значит, что бы он ни делал, его действие любое однозначно. Для человека самый простой вариант – осознать все элементы мира и через это осознание сделать свое действие. Ну, как раз система макроспасения. Совершить действие макроспасения, тогда ваше частное действие будет совершенно однозначно. Как бы вы приводите в соответствие с тем, как делает Бог свое управление. И тогда получается, что вы тогда уже достигаете вот этой сверхдальней области достаточно просто, там, мобильно, и, в общем-то, вы четко видите, что вы контролируете там, отдаленные будущие события. Ну, поскольку вы хотите ими заниматься. Может быть, вам там некогда, или вы не хотите там детализировать, но тем не менее у вас есть инструмент, вы можете этого достичь. Обратите на это внимание, сделайте управление, достигаете этого управления. И фактически тогда уже можно решать любую систему управления как абсолютно устойчивую. Потому что если вы видите какую-то проблему, задачу, а инструмент решения задачи находится, ну, например, вам надо много времени, да, казалось бы, чтобы освоить эту систему. Хорошо, берете эту конструкцию, которая называется много времени для обучения, делаете ее сверхдальней задачей и берете управление над этой конструкцией. Тогда вам уже время много не надо. Вы управляете этой системой в разумном импульсе. Тогда вы берете, переходите в свою систему управления через этот блок просто. Блок сверхдальней задачи и делаете управление текущим уровнем, но уже несложное, вам не надо долго учиться. Значит, вы часто, вот, кстати, если человеку нужно быстро оздоровиться, или же там сделать управление, которое требует, например, такой позиции, что надо там как бы много действий каких-то предпринять, обучиться чему-то там и так далее. Как раз вот это очень тоже простой вариант. Все сложное выводится в сверхдальнюю задачу, берется внешнее управление над этой как бы сложной областью, и сюда уже вы в виде готового решения выводите управляющий импульс и достигаете сразу всего, не занимаясь усложнением ситуации. Вот на этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Постарайтесь практиковать более интенсивно по этой системе управления. Спасибо большое за внимание.